Приветствую вас, мои дорогие телезрители, и сегодня хочу вам посвятить тему антикризисного счета и помощь польского правительства вместе с Польским фондом регионального развития. Итак, финансовый щит ПФР – это у нас программа поддержки на общую сумму 100 миллиардов злотых. Она предназначена для микрофирм, так и для малых и средних предприятий. Главная цель – это защита рынка труда, а также обеспечение ликвидности компаний в трудный экономический период. Общая квота субсидий у нас будет разбита следующим образом. 25 миллиардов будет направлено на помощь микрокомпаниям, трудоустраивающим до 9 сотрудников. 50 миллиардов у нас будет для сектора малого и среднего бизнеса, это до 249 сотрудников. Ну и 25 оставшихся миллиардов у нас идет для крупных предприятий, которые имеют в штате более 249 сотрудников. И теперь практические аспекты, которые нас всех интересуют. Какие требования нужно выполнить? В первую очередь это должно быть снижение оборотов компании по хозяйственной деятельности. Минимум на 25% и более по сравнению либо с предыдущим месяцем этого года, либо с тем же месяцем предыдущего года, начиная от 1 февраля 2020 года. Также нельзя, чтобы в отношении предприятия была открыта процедура банкротства, либо предприятие было в ликвидации или реструктуризации. Реальный бенефициар, пользующийся данной субсидией, должен иметь налоговую резиденцию на территории Польши. Предприниматель также должен вести деятельность состоянием на 31.12.2019. И также компания не должна иметь задолженности перед налоговой, а также органами социального страхования либо на 31.12.2019, либо на момент подачи заявки. Какую же сумму мы можем получить, если все требования будут соблюдены? Итак, для начала рассмотрим ситуацию с микрофирмами. Максимальная сумма возвратной субсидии в рамках программы финансовой поддержки ПФР для микрофирм рассчитывается как произведение количества сотрудников и базовой суммы субсидии. Базовая сумма возврата субсидий зависит от снижения экономических оборотов и выглядит следующим образом. Если предприятие имеет снижение от 25% до 50%, то может получить 12 тысяч злотых на каждого сотрудника, 50-75 до 24 тысяч и 75 и выше до 36 тысяч на каждого сотрудника. Так, нужно принять во внимание, что сотрудники в расчет принимаются все, которые трудоустроены на компании и за которых оплачиваются взносы на социальное страхование. Также принимаются во внимание как полные, так и неполные ставки, и после чего все ставки суммируются и округляются в пользу предпринимателя. 4,25 дадут нам 5 сотрудников. Все заявления принимаются только через интернет-банкинг, через банки, которые являются партнерами данной программы. Теперь давайте обсудим суммы, которые могут получить малые и средние предприятия. Максимальная сумма возвратной субсидии в рамках данной программы помощи рассчитывается как процент от суммы выручки предпринимателя за 2019 год. Итак, сумма поддержки у нас будет выражена в процентном отношении выручки от продажи и зависит от масштаба снижения оборотов в связи с COVID-19. Для предпринимателей, если у нас снижение оборотов в рамках от 25 до 50%, можно получить 4% от оборота за 2019 год, 50-75 мы получаем 6% от оборота и более 75 получаем 8% от оборота за 2019 год. Следующий важный вопрос – это на что можно назначить полученные деньги. И однозначно квота этой субсидии может быть предназначена на покрытие затрат, которые напрямую связаны с ведением хозяйственной деятельности предпринимателя, а также допускается досрочное погашение кредитных обязательств, но на сумму не более 25% от полученной субсидии. В свою очередь запрещается использовать данные средства в целях приобретения долей в других компаниях, а также их поглощения. Кроме того, запрещается использовать средства для оплаты владельцу бизнеса либо компаниям, которые с ним связаны. Наверное, как многие из вас знают, данная субвенция, либо субсидия, могут быть частично списаны. Итак, какие условия нужно соблюсти, чтобы можно было возвращать не всю часть полученных денег? В первую очередь давайте разберемся с микропредпринимателями. Субсидии к возврату будут списаны в случае, если компания через год после получения данной помощи далее ведет предпринимательскую деятельность и не закрыта. Вторая часть, это 50% могут быть списаны от возврата, если мы
сохраним уровень занятости в компании. В случае сокращения рабочих мест процент возврата субсидий, конечно же, будет выше. И это является хорошим стимулом для бенефициаров для сохранения рабочих мест. Для малых и средних фирм условия приблизительно подобные. 25% у нас не подлежат возврату, если компания через год далее ведет деятельность. Далее 25% могут списаны в зависимости от убытков, которые понесла компания вследствие COVID-19. И кроме того, минус 25% у нас зависит от поддержания занятости в течение 12 месяцев и также стимулирует получателей данных финансовых субсидий сохранять рабочие места. Возвращение полной либо частичной суммы субсидий наступает от 13 месяца после получения финансирования и будет разбито на 24 равных платежа. А теперь давайте перейдем к практической части нашего видео, и я покажу вам, как мы подаем заявку на получение финансовой помощи через банк Сантандер. Итак, входим в интернет-банкинг. Далее мы заходим в «Твои справи». Передвигаемся в тарчу антикризисову, тарча финансова, ПФР, посмотреть дальше и подать заявление на получение субвенции финансовой. И заполняем электронный формуляр. Здесь у нас данные подтягиваются автоматически. Это одна из компаний нашей группы. Здесь нужно выбрать главный вид деятельности, который вы также найдете на выписке с КРС. Первая – это дата начала деятельности. Здесь можно указывать две даты. Либо дата у нас регистрации в КРС, либо дата устава. 22. У нас микропредприятие. И переходим дальше. Количество сотрудников на конец предыдущего месяца. У нас их было 5. Далее ставим галочку на заявление, если выбираем для сравнения аналогичный месяц предыдущего года. Я заявляю, что предприниматель, подающий заявку на финансовую субсидию, указывает максимальное количество работников на конец месяца, соответствующее названию месяца подачи заявки в предыдущем году. Так, сколько у нас было в предыдущем году? Есть. Финансовые обороты за 2019 год у нас здесь уже в табличку все повносили. Есть. Далее идут заявления, нужно будет все это обозначить на «да». Что мы заявляем? Что по состоянию на 31 декабря 2019 года предприниматель, подавший заявку на финансовую субсидию, был микропредприятием. Раз. Далее я заявляю, что вел хозяйственную деятельность. Не было открыто дело о банкротстве. Не была начата реструктуризация. По состоянию на 31 декабря или на момент подачи заявления предприниматель не имел задолженности. Здесь по налоговой, здесь у нас по социальному страхованию, а также здесь заявление, что мы не ведем запрещенной деятельности. Переходим дальше. Который месяц мы выбираем? В нашем случае берем апрель. Помните обязательно, что если выбираете апрель, то нужно данные давать согласно декларации ВАТ и контрольного пакета ЙОТПЭК, то есть предварительно нужно его отправить, потому что оттуда Польский фонд развития стягивает автоматически информацию. Так, оборот нетто в нашем выбранном календарном месяце, в нашем случае это столько. Здесь мы выбираем сравнивать снижение оборота года к году, поэтому нам нужно указать, что у нас было в апреле 2019 и указываем сумму. Дальше резиденция налоговая в Польше. Да. Ошибочка, мы в 2019 году не указали не тот оборот. Прошу прощения, потому что у нас весь оборот в 2019 году. Это столько, которое нужно округлить до целых. Едем дальше. 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 Автоматически нам рассчитывается сумма потерь, а также максимальная квота субсидии. В данном случае 120 тысяч. Просим всю. Выбираем банковский счет, на который мы хотим, чтобы нам было оплачено. Так, здесь у нас идет дальше вопрос, сколько сотрудников защитит финансовая субсидия от увольнения, в нашем случае 5. Какой процент убытков за 12 месяцев будет покрыт финансовой субсидией, мы обозначаем 20.
рассчитав от оборота такую сумму. Далее мы обозначаем заявление, что понимаем и принимаем, что заявку можно подать только через интернет-банкинг и только в одном и том же банке, если было первоначально отказано. Далее мы заявляем, что ознакомились с возможными целями, для которых может использоваться финансовая субсидия. Заявляем, что подаем заявку уполномоченный представлять предпринимателя. Все заявления, которые мы подали, соответствуют правде. Далее формальности мы обозначаем, что не ведем деятельность в секторе рыболовства и аквакультуры, а также, что не ведем производство сельскохозяйственной продукции в первичном секторе. Далее проверяем данные, если все правильно, высылаем заявление, вписываем код, и заявление уходит. Проверить можно отправленные заявления в почте. В отправленных заявлениях мы его видим. Заходим и скачиваем. Итак, заявку мы отправили. Как проверить, получили ли нашу заявку и какой ответ, тоже я показал вам. Все через интернет-банкинг, максимально двухдневный срок рабочий, мы получим информацию. Денежка обычно заходит на счет в течение 24 часов после получения одобрительного решения. Обороты. Как указать обороты? В первую очередь обороты должны соответствовать той информации, которая указана была в декларации ВАТ предпринимателя. Вы это можете найти также в едином контрольном пакете ЙПК. Количество сотрудников должно соответствовать количеству сотрудников, реально зарегистрированным в ЗУСе. Если по какой-то причине отказ, в самом решении будет информация о том, на каком основании отказали, можно просто исправить данные и заново отправить такое заявление. Сразу сообщу, что по одной из наших компаний получили отказ, отправили заявление после перепроверки данных и получили субсидию. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, будем выпускать новые видео для вас.